Российский офис компании Isuzu поделился подробностями о равном семиместном внедорожнике MU-X, который появится в продаже на российском рынке в первом квартале 2022 года. На данный момент бренд продает у нас только грузовики и пикап Isuzu D-Max. Isuzu MU-X новой генерации дебютировал год назад. Он создан на базе рамного пикапа Isuzu D-Max, но внешних сходств с пикапом мало. У внедорожника и пикапа по-разному оформлены бампера и оптика, а сходство достигается только за счет линии остеклений и идентичных крыльев. Еще у трехрядного внедорожника задний мост с пружинами, тогда как у пикапа стоят рессоры. По своим габаритам модель близка к Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Длина MU-X составляет 4850 мм, расстояние между осями 2855 мм, ширина 1870, высота 1875 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 230 или 235 мм в зависимости от версии, а максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 800 мм, тогда как дорожный просвет Mitsubishi Pajero Sport составляет 218 мм, а Toyota Fortuner 225 мм. Isuzu MU-X будет иметь как простые версии, так и богатые варианты, в которых будет адаптивная светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, 20-дюймовые легкосплавные колеса, 6 подушек безопасности, круиз-контроль и целый комплекс электронных ассистентов. У рамного внедорожника есть система мониторинга слепых зон и контроля полосы, помощники при трогании на подъеме и движении на спуске, а также система автоторможения. Интерьер почти такой же, как у пикапа, отличаются лишь некоторые декоративные элементы. Для отделки использован более мягкий пластик, установлена мультимедийная система с 7 либо 9-дюймовым тачскрином и аналоговые шкалы приборов с экраном бортового компьютера между ними. Уже в базе есть электромеханический ручник с кнопкой вместо рычага. MU-X имеет 3 ряда сидений, причем у второго ряда по сравнению с предыдущим поколением увеличен диапазон регулировок, а третий ряд стал чуть просторнее. Спецификации модели для российского рынка компания пока не раскрывает, но в Таиланде внедорожник представлен с базовым мотором объемом 1,9 литра, выдающим 150 лошадиных сил и 350 ньютон-метров момента. Ему положена как механическая коробка передач собственного производства, так и шестиступенчатый автомат Aisin. Альтернативой является 4-цилиндровый турбодизель объемом 3 литра с отдачей 190 лошадиных сил и 450 ньютон-метров. Он сочетается только с автоматической коробкой передач. Простые версии оснащаются задним приводом, а в более дорогом исполнении MU-X оснащен жестко подключаемой передней осью, понижающей передачей и электронной системой, имитирующей межосевую и межколесные блокировки. В Таиланде цены на Isuzu MU-X варьируются от 1 110 000 до 1 590 000 бат, примерно от 2 400 000 до 3,5 миллионов рублей. А пикап D-Max, который сейчас доступен в России, продается по цене от 2 760 000 рублей. Понравился ли вам рамный внедорожник? И как вы считаете, новинка будет пользоваться спросом в России? Делитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.